Всем привет! Это опять я. В этот раз рыбалка в море. Планирую ловить камбалу, ну и пока получается. Вот камбалыга. Некоторые камбалышки не особенно здоровые, некоторые уже более-менее такие хорошенькие. Имею намерение заполнить ящик и отбыть домой, чем сейчас и займусь. Ловлю на кусочки селедки. Снасть у меня предельно простая. Это тяжелый груз, вот около 100 грамм. И 2 отвода с крючками. На крючках куски селедки. Больше камбали в принципе ничего и не нужно. Глубина подо мной порядка 20-21 метра. Для этого времени года, в принципе, нормальная глубина, где уже должна хорошо клевать камбала. Ну вот, я уже, получается, поймал. Около 8 штук положил в ящик и около 5-6 отпустил. Маленькие были. Будем надеяться, что дальше клев будет продолжаться. Будет только лучше. Ну вот и поклевка, собственно. Не заставила себя долго ждать. По характеру уже ясно, что камбала. Размер хороший, пищевой. Вот такая камбала, это, скажем так, стандарт. Это взрослая половозрелая камбала. Если вот она такая, ее спокойно берут в улов. Если она чуть меньше, уже можно и отпустить. А если побольше, то уже это повод немножко гордиться. Вот кусочек селедки. Когда у меня кончится селедка, я взял ее немного. Я буду отрезать кусочки от самой камбалы и ловить на кусочки камбалы. Особой разницы при этом, я думаю, не будет в клеве. Вроде уже лето на носу, середина мая, вода ледяная, на улице где-то плюс 10, плюс 12. Но это на берегу. Когда выходишь в море по умолчанию холоднее, существенно холоднее. Я вот сейчас очень рад, что нет ветра. Кто-то там интересовался только что. Небольшая камбалешка. Хотя вот сейчас пошла драться прям как большая. По итогу оказалось все-таки, как изначально было сказано, небольшой. Отпускаем такую. Когда клев плохой, в принципе, можно брать и такую, это пищевой размер. Но когда клев хороший, я стараюсь ловить селективно. Я стараюсь набить ящик прям отборными крупными экземплярами. Мне кажется, так и вкуснее, и удобнее. Если есть возможность выбрать, почему бы этого не сделать?
Попался мне тут на крючок бычок. И у бычка, когда я его вытащил на палубу, изо рта выскочило вот это существо. Существо уже мертвое. Бычок его все-таки уже качественно приживал. Но еще почти не переварившееся, очень свеженькое. И, ребят, это каракатица. Это одна из немногих каракатиц, которую я вообще вижу на Сахалине. Раньше видел в основном в Татарском проливе, но это Охотское море. Здесь, по-моему, впервые вижу. Только в Татарве раньше видел. Вот у нее два щупальца, которыми она хватает себе еду. А вот все остальные щупальца, которыми она помогает эту еду подтаскивать. Вот на щупальцах какие-то непонятные шарики. Вот у кальмара эти шарики обычно жесткие, и в этих шариках коготки. А здесь что-то прям мягкие-мягкие. Но это без сомнений каракатица. Это не кальмар, это не осьминог. Вот. Клюв, все как полагается. Ну, естественно, вон там у нее чернила. Она мне тут измазала лодку этими чернилами. Пришлось отмывать. И я о чем? Сейчас я ее буду использовать на наживку для камбала. Я тут пока суть до дела. Вон, видите, какая вода? Вода с веточками, палочками, листиками. Это вот, видимо, какая-то река половодьем вымыла кучу всякого. Либо где-то прибой пособирал. И вот такое пятно из растительного мусора тут таскается ветром. Вот я у него только что вплыл, вот гляжу, прям большое. Долго мне придется по этой пакости плыть. Хотя, в принципе, что пакость? Листики, травка. Ничего такого особенного. Поклевывает рыбка. Вот она. Хорошо сопротивляется так. Это уже на щупальца каракатицы клюнуло. Вот я люблю как раз такие подходы. Что вот что нашел на воде, на то и ловишь. Потому что у нас есть, ряд рыбаков, которые любят рыбе предлагать там говядину, говяжью печень, курицу. Я этого не понимаю. Я еще камбалу бефстрогановым не кормил. Я вот придерживаюсь такого, что какой подножный корм попался, такой камбале и предложил. Отпустим, пожалуй. Жду свой трофей.
Опа! Ух ты! Хорошая поклевка. Ну и сопротивление такое вроде не рядовое. Сейчас заценим, кто таков. О, да, это действительно хорошая камбала. Не рекордная. Ловил, конечно, и побольше. Но, знаете ли, крючок как слопало-то, как надежно съела. А клюнула камбала вот на мясо камбалы. На свое же мясо. Ну, посмотрите, какая прелесть, а? Какая шикарная рыба. Беленькая вся, чистенькая. Просто супер. Вот такие вот интересные дела. Подцепил крючком со дна морскую звезду. Она вместо того, чтобы быть пятипалой, кто-то ей, видимо, вот оторвал пятую лапку. Она теперь с 4 лапками. Насколько я знаю, вообще морская звезда регенерируется довольно быстро. А вот это у нее вот те штучки, которыми она ищет добычу. Она такой морской донный падальщик саранча. Наползает и все сжирает на своем пути. Жирная, мясистая. Выкидываем, она нам не нужна. Опять поклевочка. Оп. Мимо. Видимо, какая-то козявка балуется. Хотя по сопротивлению вот сейчас тащу. Ну, вроде не такая уж и козявка. Сейчас посмотрим. Ну нет, все-таки козявка. И вот посмотрите. В этой козявке на просвет видно все. То есть видно, где позвоночник, видно, где кишки. Все видно. Ух ты! Даже не клюнула, а просто потянула к низу, придавила. Ну и сопротивляется так более-менее уже прилично. Да, это хорошая камбала.
Такую, разумеется, берем. Клюнула на кусочек другой камбалы. На саму себя, грубо говоря. Опа. Прекрасный экземпляр. Вот еще один нежданный, негаданный трофей. Хотя не, вру, он тут попадается более-менее регулярно. Рыба называется рогатый кирчак. Вот рогатый, собственно, из-за того, что вот эти рога, они у него костяные и с зазубринами, причем, скажу так, зазубрины довольно острые. Не знаю, что будет, если этой штукой уколоться, порезаться. Может, даже у него там какая-то боевая слизь нанесена. Я лучше проверять не буду. Таких, разумеется, отпускаем за борт. О, кто-то неплохой. Сопротивляется прям так. Боевой попался. Ну да, неплохих размеров камбала. Оп. Это я уже понимаю. Вот с такой уже не стыдно иметь дело. На щупальца каракатицы хапнула. Красота. Время около 3 часов дня. Вот набил бокс отборной камбалой. Скажем так, уже прям крышку закрываю в камбалу. И хорошо, что мелочь не брал. Как раз вот ящичек отборного крупника. Море сегодня было просто заглядением. Весь день. Только иногда слегка ветерок поднимался, а так всегда почти мертвый штиль. Красотища вокруг. Там сопочка, еще даже снег вверху. Прекрасно все смотрится отсюда. Как можно видеть, я уже причалил на берег. И сейчас надо по-быстрому перекусить. Сейчас я вам покажу достаточно простой и быстрый способ поесть на рыбалке. Именно собираясь домой, чтобы не отвлекаться особенно на готовку. Я вот сейчас быстренько собрал дровишек, разожгу костер. Сейчас, пока просушивается лодка, пока я гружу машину, костер прогорит до углей, и вот тогда я вам все и покажу. Следующий этап — это подготовить камбалу. Я ее почистил, выкинул кишки, голову, плавники. Вот остались вот такие небольшие порционные кусочки. А дальше все совсем просто. Я, когда не хочу дома себе готовить еду на рыбалку, я делаю из фольги, из хорошей толстой фольги, не из какой-нибудь барахлы. Вот такой конверт. Вот это в нем лежит кусок сливочного масла.
Масло посыпано сверху солью и приправой для курицы от приправыча. В принципе, все. Вот так вот укладывается рыбешка в этот конверт. И заворачивается. Можно даже постараться поплотнее все это уложить. Особо прям делать там внутри вакуум не стоит. Все равно рано или поздно сварится. Все. Завертушка готова. Можно вот это дело прям вот так, как есть, положить в угли. Прошло где-то всего лишь около 10 минут. Костер почти полностью прогорел. Только вот крупные еще горят. Это дело в том, что это плавник на море. Он высушен и выбелен морем. И он горит очень жарко, но очень быстро. Сейчас вот крупное разбросать. Оставить то, что помельче. И вот так вот, оп. Ну и сверху немножко. Вот так вот. Все, отсюда можно уходить смело минут на 10. Сейчас вот подкину еще с краешку уголечков. 10 минут этот конверт полежит в костре и будет полностью готов. Прошло немногим больше 10 минут. Костер так хорошо подпрогорел. Ну, я полагаю, камбала уже должна быть готова. Сейчас все это надо тихонько и аккуратненько из костра вынуть. У меня с собой не было тарелки, поэтому пришлось искать дикую каменную тарелку. Сейчас остынет, можно будет кушать. Видите, вот еще дымок, порог курица. Я уже раскрыл фольгу, чтобы остывало быстрее, потому что у меня нет вилки, буду есть руками. Взял с собой хлеба и, как всегда, море выручает. Это лигустикум шотландский, дикая петрушка. Будет к рыбе приправкой. Камбала уже достаточно остыла, чтобы попробовать. Я ее чуть-чуть еще сверху присолил. Полностью приготовилась. Очень нежно. По консистенции напоминает, знаете, суфле в конфетах. Ну, не, даже не суфле, вот это птичье молоко. Ну и, конечно, я человек простой. Я когда вижу жижу, я туда макаю хлеб. Ничего не могу с собой поделать. Это просто грандиозно. Я это заслужил. Просто суперская еда. А лучше мы мечтать не могу. Ладно. Всем пока-пока. До свидания. Я пошел есть. Надеюсь, что выпуск был кому-то полезен.